Мы направляемся в корпуса зданий фабрики. Солдаты, двигающиеся к одноэтажному дому, будут прямо напротив нас. И это значит, что мы будем находиться прямо на линии огня. От нас до боевиков будет не более 50 метров. У боевиков проснулись снайпера. Сейчас над нами режут ветки пули. Только что мы проходили под деревом. У боевиков проснулись снайпера. И пулями срезало ветки, падали на нас сверху. Вот эти характерные щелчки. Эти характерные щелчки и есть пули снайперов, которые бьют рядом с нами. На правом фланге танк идет вперед. Его задача поддерживать пехотные подразделения, которые ведут зачистку домов слева. Пехота обнаруживает цель, танкисты уничтожают. За этими кирпичами проходит небольшой бетонированный арык. В течение года боевики использовали его как окоп и проход между позициями. Огонь! Огонь! Ствол правее, правее чуть ниже. Хорошо, отлично, огонь! Все хорошо, отходи. Танк отрабатывает по целям и отходит, чтобы не стоять на линии огня. Это слышно бой на правом фланге. Пехота вошла в плотный контакт с противником. Пока на правом фланге пехота движется вперед, мы ждем развития событий. Сейчас наблюдатели следят за движением террористов, и командирами выбирается тактика действий. На правом фланге пехота снова запросила поддержку танка. Пехота сейчас находится в зданиях слева и ведет наблюдение за боевиками. На левом фланге атаки подходит танк. Снимать приходится на вытянутом моноподе, чтобы не светиться в оконном проеме. Стволы деревьев мешают танкистам свободно прицеливаться по позициям террористов. Нанеся удар, танкисты корпусом боевой машины удаляют преграду.
Бери левее, левее, ближе, левее, еще чуть-чуть. Убирай, сминай деревья и уходи. Все, отдавай приказ выдвигаться. Пусть занимают и закрепляются. Если все чисто, пусть закрепляются. Это одноэтажное здание плотно граничит с другими домами частного сектора. Внутри домов, скорее всего, вырыты окопы и укреплены стены. Эта дыра в стене проделана танковым выстрелом. Через нее пехотинцы должны проникнуть в строение и провести зачистку. На правом фланге атаки танкисты ожидают информации от пехотинцев. Штурмовая группа пехоты начала движение к зданию. Давайте, ребята, вперед! Быстрее, не кучкуйтесь! Быстрее вперед! На правом фланге под щелчки снайперских пуль отделение пехоты выдвинулось вперед. Без потерь преодолев простреливаемый участок, солдаты выслушивают командира. Сейчас им предстоит идти вперед, в сторону высоток. Солдаты сообщили о том, что внутри есть окопы. По пехотинцам из глубины строений боевики открыли огонь. Сами боевики находятся за 2 или 3 стенами и скрыты укрепленными позициями. Они стреляют из стрелкового оружия калибра 7,62 и 12,7. Пехотинцам не достать их ни гранатой, ни стрелковым оружием. Выдержав паузу после броска первого отделения, солдаты перебегают дорогу. После работы танка позиции стрелков разбиты. Боевики стреляют с новых, а это значит, что новая позиция не пристрелена, и солдаты этим пользуются. Пыль поднимается от попаданий пуль террористов в полотно автодороги. Это здание не является главной целью операции. Сильные укрепления внутри строения оказались планируемой неожиданностью. Принято решение отвести пехоту, чтобы избежать потерь, и разбить укрепление танком. Под прикрытием офицера и солдата начинается отход отделения пехоты. На правом фланге под прикрытием танка пехота начинает движение вперед. Офицеры и солдат начинают прикрывать отход пехоты. Очередь из пулемета, и солдаты должны быстро отойти.
Боевики же пытаются достать солдат стрельбой сквозь стены. Офицер встает во весь рост, чтобы прикрыть своих солдат. Пехотинцы без потерь отходят назад. Теперь снова должны вступить в бой танкисты. А у меня снова начинаются проблемы с камерой. Задача экипажа — подавить огневые точки, находящиеся в глубине частного сектора. Здания частного сектора оборудованы боевиками, как многослойная броня. Огневые позиции спрятаны за стенами и укреплены. Сбивая танком внешнюю стену и баррикаду за ней, пехота обнаруживает новые позиции за следующей стеной. И так на протяжении всей застройки. Надо добавить к этому окопы внутри, подземные ходы, и становится ясна трудность зачистки этого сектора. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.